Всем привет, с вами Бананомастер. И сегодня мы начинаем выполнять нашу контрольную работу. Начнем, конечно же, мы с первой задачи. В этой задаче я буду вписывать в это поле ввода какую-либо цифру. И если эта цифра больше, чем 100, я вывожу слово big. Если же меньше, small. Решение начну вот тут, вот с тела функции. Значит, больше, меньше – это if. Пишу if. Беру наше введенное значение. Не забываем переобразовывать его в число. Ставлю плюсик. И сравниваю его с сотней. Если оно больше, чем 100, то я беру дивчик и в него с помощью inner.html вывожу слово big. Иначе, если наше число все же меньше, то я вывожу small. Вот таким образом. Проверяем, как это работает. Вот так вот small. Число побольше big. Отлично. Переходим ко второй задаче. В этой задаче у меня есть select вот с такими вариантами. А работать оно должно так, что когда я выбираю какое-либо значение в селекте, ну, например, green, после выбора сразу же в этот момент мне нужно перекрасить цвет этого текста. То есть сделать его зеленым. Если же я потом выберу red, то после этого изменить его тоже сразу же на красный. Ответ буду писать вот здесь, и сразу мы начинаем думать, что мне использовать, if или switch. У нас здесь однотипные варианты сравнения, ну типа red, blue, green. А это значит, я буду использовать switch. В switch сразу передаю наше выбранное значение из select и прописываем кейсы под разные варианты сравнений. Начнем с первого, это у нас red. Если red, то беру tag, где находится наш текст, беру style и меняю конкретный стиль color. Говорю, что он будет у нас red. Далее не забываем поставить break, что означает конец этого варианта. Это действие продублирую пару раз. Но под такие варианты, как blue и green. Окей. Проверяем. И работает. Не забывайте, что оно работает при каждом изменении, а значит я к select привязал вот такой onChange. То есть вот тут я связывал наш тег с нашей функцией. Также, смотря на эту задачу, мы можем написать ее лучше. Ну, то есть быстрее. Быстрее это мы можем сейчас все это решить, не используя switch. Чтобы это сделать, я сделаю следующее. Закомментирую все решение свитча. Вот таким образом. Скопирую эту строчку, ну, то есть логику, с помощью которой я прям меняю цвет текста. И поставлю в значение color v2. Проверяем, как это работает теперь. И точно так же. Как ранее я и говорил, любую задачу мы можем решать разными способами. Если вы решили вот так вот, отлично, вы на самом деле все решили правильно. Если же вы решили, как я, ну то есть очень хитро и продуманно, то вы прям большие молодцы. Но в любом случае у нас получается такой же ответ. Окей. Переходим к третьей задаче. В этой задаче я буду вписывать сюда какой-либо текст и при каждом нажатии клавиши выводить тот текст, который тут написан, в дивчик ниже. Решение прописываю здесь.
Если вы, кстати, заметили, то в этой задаче вообще условия нету, то есть мне нужно только сделать действие. Выводить в дивчик, это я беру дивчик и у него inner.html. В него я буду присваивать v3. Также я эту функцию связал с нашим инпутом с помощью события onInput. И теперь это работает вот так. Оп, я вписываю, и текст ниже сразу же отображается. На всякий случай для вашего сравнения я продублирую эту строчку и напишу ниже другое событие onChange. OnInput закомментирую. В чем разница работы? Смотрите, я сейчас вписываю что-либо в input, и наш текст не отображается. Но когда я кликну в другое место, кликаю, текст сразу отобразился. OnChange в случае обычных инпутов срабатывает тогда, когда я закончил писать и кликнул в другое место. А onInput при каждом вводе, при каждом нажатии клавиши. Ну, то есть вот так. Окей. Переходим к следующей задаче. В этой задаче мне нужно менять фон страницы, исходя из того, какое значение выбрано в селекте. Ну, например, Dark, нажимая на кнопку, фон страницы черный. Light, нажимая на кнопку, фон страницы белый. Решение буду прописывать здесь. И что мне нужно сделать? Мне нужно поменять фон страницы. Значит, эту страницу мне нужно подключить в JavaScript. Перехожу в HTML, подключаю страницу. Ну, это body у нас. Body даю класс. Body давайте точно так же, чтобы легко ориентировались. Обратно в JS и подключаем body, переменную body. Далее нужно изменять цвет. Значит, если dark черный, если light белый. Мне нужно тут условия. И из-за того, что оно однотипное, я использую switch. v4 это то, что мы выбрали в селекте. Сравниваю с такими вариантами, как dark. И если это dark, беру дивчик, беру у него style, а потом background. Ну, то есть фоновый цвет. Равно при dark это будет black. Также я вот тут вот не поставил две точки, ну то есть не открыл тело кейса, поэтому я их ставлю. После чего вот так вот в конце мы поставили break, что означает конец этого кейса. Дублирую эту строчку еще раз под вариант light. Если у нас light, то цвет фона будет белый. Окей, проверяем. Dark выбран, нажимаю черный. Light белый. Прекрасно, все работает верно. Можно переходить к пятой задаче. В этой задаче мне нужно смотреть, что я выбрал в селекте, и при выборе, то есть при изменении, выводить выбранный вариант в дивчик ниже. У нас однотипные условия, значит я буду использовать switch. То есть давайте я устно расскажу. Это у меня будет что-то типа вот такого свитча, где я буду что делать? Сравнивать наше входное значение с вариантами one. И если оно one, то я буду что? Выводить в дивчик наш, вот этот, а именно в его inner HTML слово one. Похожая ситуация будет у нас с to и с free. Ну, визуально оно как-то вот так вот будет работать, где case to значит выводи to, case free значит выводи free.
Ответ, ну, очень простой, я думаю, вам очень понятный он, но точно так же я могу написать его очень кратко. Попробуйте сейчас сами посмотреть и продумать, как это можно написать кратко. Я дам вам пару секунд поразмыслить. Правильный ответ. Я вот эту строчку копирую. Вот это вот я вообще все убираю. То есть мы можем эту задачу решить абсолютно без условия. И при том, когда будет отрабатывать функция fun5, я в out наш, ну в дивчик, буду отдавать v5, то есть наше выбранное значение. Проверяем, как оно работает. Видите, сменил, сразу же отобразилось. У нас в переменной v5 уже сидит вот это вот one или two или free. И я его могу сразу же в inner.html отдать. По второму примеру вы могли заметить, что я даю очень разные задачи, и решать вы их тоже можете очень по-разному. Можете полностью расписывать. Это нормально, это правильный ответ, по-любому он будет. Также можете писать и сокращенно, то есть очень хорошо обдумать, что происходит, и сразу выдать такой краткий вариант ответа. В любом случае, наша главная цель, вообще ваша главная цель в реализации домашки, это написать ответ. Неважно каким подходом. Это может быть и много строк кода, вот столько. Это может быть вообще 2 строчки. Главное решить. Это, ну, вообще первая мысль, которую вы используете для решения. Главное решить. Окей. Переходим к шестой задаче. В этой задаче мне нужно сравнить наше вводимое число с 10 и 20. То есть, если эта цифра находится между 10 и 20, вывести ок. Если же эта цифра больше, чем 20, ну или же меньше, вывести no. Ну то есть, 10 это ок, 9 это no, 11 это ок, 20 ок, 21 это уже no. Значит, мне нужно прописывать ответ в теле функции. И мы начинаем думать, что здесь использовать, if или switch. Исходя из того, что тут знак больше-меньше, это точно if, switch так не умеют. И я прописываю if с первым условием. Это входное число, если оно больше равно 10. Теперь мне нужно добавить второе условие такого плана, когда наше v6 должно быть меньше, чем 20. То есть в одном ифе должно быть сразу же два условия. И вот это, и вот это. Чтобы прописать два условия, мне нужно в if поставить такой оператор, как амперсанд. Как это работает? Если слева и справа true, выполняется тело if. Ну и в теле я могу прописать наш дивчик .inner.html равно ок. Не забываем добавить else по задаче нужно. И если else, то я вывожу no. Проверяем, как это работает. 11 ок. Большое число no. 20 тоже ок. Прекрасно. Задача написана верно. Можем переходить к нашей седьмой задаче. В этой задаче я буду вписывать вот сюда какие-либо цифры. И как только я буду их вводить, мне сразу же в эту же секунду нужно менять размер нашего кубика. Первое поле ввода отвечает за ширину, второе за высоту. Например, здесь я ввел 200, здесь 250. И сразу же у нас наш кубик меняется по параметрам ширина 200, высота 250. Решение буду прописывать для начала для ширины. И это будет выглядеть так. Я беру наш дивчик, это out7, беру у него style, конкретный стиль width и говорю, что он будет равняться v плюс px.
Когда мы начнем это проверять, я вписываю сюда цифру, и видите, сразу работает. Работает сразу, потому что у нас он input. Ну, то есть на каждое вписывание в это поле ввода. Также по задаче нам нужно было добавить то, что максимальный размер нашего кубика это 400. Значит, если максимальный размер его 400, мне нужно добавить условие. Я прописываю if наше входное значение. И если это входное значение меньше равно 400, то только тогда выполняй это действие. И еще вот это вот значение, которое мы приняли, оно в строке, и мне сразу же нужно его в число преобразовать. В итоге я, если даже буду вписывать в наш input числа больше, чем 400, наш кубик не будет больше 400, просто потому что этот if не пропустит. Максимально похожее решение у нас будет и для высоты. Выглядеть это будет так. Изначально сразу плюсик, потому что в число. Сравниваю это с переменной h. Тут тоже h. И здесь вместо width я использую высоту. Смотрим, как это работает. Ну да, маленькая высота, больше, больше. И сейчас вписываю вот такую. Видите, ничего не произошло, ну потому что if отработал. Если впишу 400, стало больше. Вписываю, ничего не поменялось. Заметьте, если бы этого условия не было, я его сейчас, видите, вот так вот убрал. И еще раз напишу в height 4000. Во, какой большой-большой у нас div получился. Именно благодаря нашему условию наш кубик, ну или желтый дивчик, не становится больше, чем 400. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.